Кстати, опасно позади этой тележки, потому что мало ли что, может быть, у них силы не хватит, отпустят, и она поедет с огромной скоростью на меня. И на таких вот крутых спусках лошади иногда падают. Видите, здесь кирпичи специально вот такие вот поставили, чтобы как бы они выпуклые были, чтобы лошадь не скользила своими копытами. И все равно падают. Каждый день мы слышим такие новости. Но падают в основном без клиентов, то есть сами вот эти вот наездники, они быстро мчат на лошадях на своих. И поэтому падают и, естественно, ломают себе руки. Ой, я сама... Боже мой, вот этот вот гравий скользкий. Сама подскользнулась, чуть не упала. Привет всем, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». Потише, пожалуйста, не гудите, не сигнальте. Мы едем сейчас в город, в Ди-Март. Нам нужно кое-что поменять. Неделю назад мы купили швабру с ведром, так специальное ведро, которое выжимает эту швабру. Представьте себе, не работает. Там пружинки нет, пытались сами отремонтировать, и там друзей просили, но не получилось. Чек сохранили, идем менять. Не идем, а едем. Это целая процедура, дальний, нелегкий путь. И еще кое-куда заедем. Об этом вы узнаете чуть позже. Вот, друзья, мы заехали в небольшое поселение. Здесь, в этих металлических времянках, живут рабочие. Здесь семьями, которые трудятся у нас здесь в окрестностях на дорогах в основном. И хотим мы им подарить одежду. Я пока мы переезжали, набрала целый мешок одежды, из которой там Артур вырос, или какая-то моя одежда. Ну, в общем, все нормальное, все приличное, но то, что мы носить уже не будем. И решили им отдать, потому что у нас в поселке, в принципе, есть люди такие, как не богатые, но им, возможно, им будет стыдно брать, да, уже такое вот ношеная, потому что все друг друга знают, потом будут узнавать. Я в этой одежде ходила, потом они... Парам сказал, только верните сумку эту. Мы забыли просто взять с собой, мы же едем сейчас в магазин, забыли сумку. Раз уже такая возможность у нас появилась, покажу вам поближе. Хай! Как они здесь живут. Видите, электричество есть, я вижу, что свет, телевизор, я слышу, играет. Ну, то есть здесь, в принципе, все нормально. Но там, я думаю, настолько жарко. Представьте себе, как вот эти вот металлические листы нагреваются от солнца. У нее нет мужа. Ничего себе, а почему, интересно? Но уже как бы возраст такой, что уже пора бы. So she also work? कितना बच्चे? मेरे को 4 बच्चे। У нее, представьте себе, 4 ребенка. तो क्या करते हैं? कोई क्या करेगा इधर ही। Сейчас она расскажет, что случилось. They don't give 1 month any work. They only just sit. Нету сейчас работы, они сейчас вот сидят. बच्चे लोग किधर है आपका? Сидят здесь без дела. अभी बच्चे लोग गांव में है स्कूल में। एक ही बच्चा काम करता है इधर। 3 children in school, 1 baby work here with she. School here, school, which school? No, in village. Они приехали из which state, из какого из этого же штата приехали, трое детей учатся. Но я немножечко вам покажу. Вовнутрь заходить не будем, в принципе, вы все поняли. Окей, let's go. Тут же вот они купаются. Все, bye. Я сейчас у Парама спросила, что с ее мужем случилось. Говорит, я же не буду такое спрашивать. Мало ли, говорит, может быть, что развелись, может быть, умер, может быть, он выпивал. Неизвестно, да. Это... Что, сынок? Какая-то табуретка. Вот классно, если они сами ее сделают. Ага, в принципе, такую Артур может сделать табуретку. Артура впечатлил. Он сейчас смотрит видео, работа с деревом его сейчас интересует. Пилу просит у нас. Подожди, Парам, я же видео делаю. Честно.
Я же не просто так. Опять приехали просто поменять эту швабру, а в итоге накупили много всего. Опять будем как ослики тащить. О, все, ладно, надо упаковывать все это. Подумали, что она хочет нас захватить, но потом видим, жучков ищет. Обезьянка, посмотрите, как близко, за стеклом буквально. Иди сюда. А там провалились жучки. У нас после сезона дождей был период, ну, буквально пару дней назад закончился. Очень-очень много жучков с крылышками. Ну, похожи на стрекозки, но то не стрекозки. И они пару дней летали очень активно. Их было просто сотни. И на следующий день они теряли крылышки и умирали. А летали они как раз возле окон и попадали туда. И вот обезьянка всех пособирала, почистила нам. Так развлечение у нас. Артур, помоги папе. Я немножечко поснимаю видео, ты помоги. Видите, вот это вот постельное мы купили. Ну, много там разных. Это одно из того, что мы купили. Очень красивая расцветка. И вот еще на подушке купили наволочки. У нас здесь по 4 подушки на кровати. Естественно, в комплекте идут. И плюс еще вот отдельно купили, которые подходят к комнатам. А ну, покажи вот эту, Артур, серую. Здесь вот я нашла серые вот такие вот наволочки для этой комнаты, потому что здесь шторки серые. Бордовые еще купили и оранжевые я вам покажу. Красивые оранжевые. Но почему? Я не вижу тут бордовые. Ну, бордовые в другом номере, там, где бордовые шторы. А оранжевые в других номерах, где там шторы вообще какого-то некрасивого цвета, коричневого. Я решила под них, что не стоит подбирать. А купили такого оранжевого цвета, который очень любят индийцы. Чуть позже покажу, но так как религиозный цвет. Сейчас у нас забронировали этот номер, и надо быстрее его убрать, потому что в любую минуту после 10 часов они могут прийти. Так что, ребята, я тоже выключаю камеру и помогаю парам. Вот, друзья, наша супер швабра в комплекте с ведром для ленивых. Вот, Парам, что ты добавил? Вот this. Это специальный такой вот раствор, Парам добавил в номерах, когда чистим, убираем, вытираем полы. Специально такой, как дезинфекция, чтобы никакие насекомые не завелись. Очень неприятный запах, но это надо. Потом будут большие проблемы, если заведутся тараканы. Лучше пусть потом выветрится. Вот, видите, как классно. Вот так вот оно все там перемешается и отжимается. Намочили, а там отжим. Покажи отжим. Вот так, друзья, и живем. Такие вот у нас, у ребенка такие развлечения на каникулах. Завтра уже в школу пойдет. Но в основном вот всю неделю, которую ему дали в честь Дивали, Артур провел примерно так. Единственное, что вот съездили один раз опять в Димарт. Такое тоже развлечение. Ну, единственное, что на байке Артур любит покататься. Ну как, Артур, удобно? Очень. Вы сейчас напишите: ой, боже, чему ты Артура приучаешь? Так и вырастет, будет номера убирать. А ты как, Артур, считаешь? Что? Нет, конечно, чего я буду? Я уверена, что многие сейчас такое напишут. Ну и неплохо, если Артур будет знать, как убирать. И вовсе это не говорит, что о том, что Артур выберет эту профессию. Будет убирать дома, жене помогать в свободное время. Да, Артур? Ой, ты меня толкнул. Уборщицы всегда злые. Да. Поэтому ты злой, да, что я стою здесь, тебя отвлекаю. А для этого номера, смотрите, вот такого цвета выбрала. Наволочки, ну, честно говоря, совсем другой цвет. Что-то я в магазине ошиблась.
Ну ничего, все равно оно как-то будет сочетаться. И вот как раз сейчас застелили постель на это. Сейчас я все сделаю и покажу. Красиво будет. В целом будет красиво. Вот так вот дружно мы всей семьей убираем номера по утру. О, посмотрите, кто к нам идет. Ниха и Бавин. Первый раз. Но Бавин видел наверху номера. Hi. First time. Bavin saw second, but you not see Now first time. our flat. And this is Jimmy. Вот этот пес. Пес, оказывается, здесь живет. Very good dog. Ниха, видите, не очень. Джимми ко всем, он такой добродушный пес, классный. Девочка это вообще, девочка, причем говорят, что беременная. Мы ее подкармливаем, она к нам приходит с другом. Так, окей, let's go. So, Ниха, what do you think? Nice look. Yes, very nice. Территория, конечно, не очень. Вокруг надо будет убирать, все вычищать. Не успеваем пока этим заняться. Очень много дел. Left, right. Come и покажем Нихе view. View, sunrise view. Вид на, да, yes. Вид на рассвет. Смотрите, как Джимми привязалась к Нихе. In morning there sun come in. А отсюда сверху прекрасно видно наш дворик, который тоже нужно будет облагородить. Мы пока там убрали, подмели, там столько было всякой этой грязи, ребята. Так тяжело это все было убирать, но надо будет чем-то покрыть. О, Thank you. Abdul, о, что там no интересно? mithai. This is for Diwali sweets, да? Yes. Ниха уже давно к нам хотела зайти, очень давно звонила, но нам реально некогда было. Она хотела зайти для того, чтобы угостить нас сладостями. Вот, видите, это специальные сладости к Дивале. You taste. You made? Yes. Ниха. Сейчас я попробую. Tasty. Нас соседи угощали. Да. But this is the best. This spicy. Some neighbors also gave for us, but you're the best. Very, very. This third. Я все должна попробовать. Ladu banwai. И вот еще такое. Вот эти вот, кстати, извините, вот это вот острая сладость, хотела сказать, острая сладость. This is spicy. And this is sweet. Вкусно? Вкусно. Ниха просто... Ладно. Ниха, правда, вкусно готовит. Ну, идемте кушать, что я приготовила. Ребята сказали, что я немножечко похудела. Я говорю, похудела. Йогой я сейчас практически не занимаюсь и никаким другим спортом. Только чуть совсем для спины и для лица делаю массаж. А все из-за того, что я работаю. Вот, посмотрите, в Нихе тоже показала. Пальцы свои, порезанные пальцы. Так, ну что, друзья. Welcome. Проходите, добро пожаловать. Сейчас посмотрим на реакцию. Вау, говорит Ниха. Very nice. Надо свет включить. Superb your kitchen. This is kitchen, my own kitchen. Наконец-то у меня кухня. Sit. And this is bedroom. Спальня тоже есть. Так внимательно смотрят, правда, как какие-то эксперты пришли. No, this is not new. Ниха. Да, second. У нас кровать поломалась. У нас сейчас кровать как гамак. Надо будет менять там доски. This bed now broken. Не знаю, как гамак на английском. В общем, кровать у нас нуждается в ремонте. This must be repaired. This... Так, ну садитесь, сейчас буду угощать. Ага. Парам снимает. В общем, для Нихи я приготовила рис с курицей и плюс салат. Мама. Потому что она ест у нас мясо, подожди секунду. А Бавин вегетарианец, поэтому он Я будет хочу, есть чтобы рис, на камеру салат. сказала. Говори, что ты хотел сказать. Живности как-то не хватает. Может, попугайчика?
Что попугайчик? Поставим на стол. Нет, не надо. Ну, я не стала никаких там пельменей, там вареников, вот как вы мне пишете в комментариях. Я уже их много раз угощала, они такое не любят. Я знаю, что они любят, поэтому я решила так и угостить. Знаете, я вспоминаю эту басню про лису и цаплю. Надо учитывать их вкус, а не то, что мне нравится. Я немножко волнуюсь, наверное, это чувствуется по голосу. Честно говоря, вот у нас у Мадумалти такой возможности не было, чтобы вот так вот пригласить друзей, вместе вот так вот дружно посидеть. Первый раз здесь, поэтому я действительно немножечко переживаю. Вдруг ему что-то не понравится, Ну то да. сё. Вдруг попугай того Так, наделает дел. Друзья, ты следи, чтобы он дел не наделал, по крайней мере на стол. Кушайте, угощайтесь. Сейчас проверим. Must Very nice. Ну, слава богу. Вкусно. Все, спасибо. Может, живность добавим хоть на камеру? Любимый из моих попугайчиков. У меня еще там много. I saw they come the next. У Артура были попугаи, которые улетели. Поэтому этот самый любимый, который остался. Вот, еще дрессированный. Так приятно, Неха сказала, что очень вкусно я приготовила курицу. Но я же не просто ее пожарила, я ее сначала мариновала где-то час. У нас есть ликер, мы покупали в Гуабелес на открытие этого отеля, но так еще и не распечатали. Я не знаю, предложить сейчас им, как они. Ну, я уверена, что Бавин где-то иногда, может быть, и попивает алкоголь редко с друзьями, чтобы никто не видел. А вот Неха, наверное, нет. Наверное, она вообще не пьющая. Муж ее, может, будет ругать. Я на камеру не буду спрашивать, а сейчас выключу и спрошу. Господи. Артур видел много раз, как в Индии, когда в гости приходишь в гости и делают тико, благословляют. И Артур решил, то есть он нашел свечку, вот это вот все нашел, но это после Дивали осталось. Maybe Неха also want, Неха, you want тику? Come here. Надо чуть-чуть риса, по-моему. А Парам кофе готовят. And for me also. Я попросила. Ну все, Артур, не надо мне рис на голову. Я пошутила. А, кстати, еще какая новость. Вы помните, что у Бавина месяц назад, да, уже прошел целый месяц, родился племянник. И, наконец-то, они дали имя этому мальчику. Его зовут как? Hit. Да? What means hit? Hate means lovable. They love everyone. Не получается. У меня камера испортилась, зум перестал работать. Кто знает, что случилось, что можно сделать, что можно предпринять, чтобы на камере опять стал работать зум, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я уже с этой камерой так мучилась. То одно, то другое. Очень печально. Что Неха научила? А видите, какой попугай классный действительно у Артура? Ручной. Вот так вот Артур с ним ходит по комнате. И он на нем. Даже сейчас выходил, он что-то замешкался и случайно вышел на улицу с попугаем на плече. Но, естественно, он бы этого не допустил, просто забылся. И ничего, Парам ему. Артур, а ничего, что ты с попугаем вышел? И Артур в шоке. Как говорится, больная тема. У нас все женатые, все замужние, один только Бавин холостой. И начали, что а когда же ты все-таки женишься, когда, давай быстрее, пусть тебе уже ищут родители уже, arrange marriage по договоренности. А он говорит, нет, мне астролог сказал, что женюсь я в 2023 году в апреле, и это будет по любви. Так что, друзья, проверим. Специально сейчас решила записать это на видео, чтобы проверить, чтобы, если я забуду, чтобы вы были свидетелями. У вас очень у многих хорошая память и очень внимательные. Да, и от ликера они отказались. Отказались в Индии
Это очень такое дело деликатное. Ну, Парам находит себе, как говорится, собутыльников. У него есть друзья, которые иногда собираются по вечерам без женщин и выпивают пиво с вкусными закусками. Я, кстати, тоже недавно была на одном таком мероприятии. Хоть и там собираются одни мужчины, но я попала. У Никеля. Никель выставлялся в честь рождения своей доченьки. Ну, как бы все. И, не знаю, может быть, и Ниха там с мужем может попить пиво, я не знаю. Ну, то есть, насчет Бавин 100% может. Парам, но вот так вот здесь они стесняются. Бавин говорит, нам надо как-нибудь все вместе, нашей компании, собраться и поехать в какое-то путешествие. Гоа, там вот уже это обсуждают, Панджаб, Парам говорит, может, в Таиланд. And Thailand, they don't want, only in India, да? У них нет паспорта, наверное, загран. Мы в этом году не хотим уже в Гоа. Если поедем, то уже в какое-то новое место. Сколько можно уже Гоа. But they want only Goa. А вообще мне бы хотелось поехать там, где снег. Ну, Парам не хочет. Хотя тоже, я так думаю, может, мне сейчас хочется, а потом туда приедешь, и что там делать? А может быть, там не снег, а слякоть. И чем там заниматься. Кашмир, Бавин. You want Кашмир? Ну, Кашмир, Ладак, это там, где снег. So, before marriage you won't travel with us, да? After marriage уже будет другой компанией. Maybe after you forgot. Потом забудешь нас, забудешь своих друзей, только жена. Пойдем провожать. Сейчас вышли, смотрим, а у нас тапки одинаковые. Что у Бавина, что у меня. И размеры, кстати, тоже одинаковые, да. И Бавин говорит, какие мои, какие твои. Я говорю, тебе что, почище мои. Да. А мы идем друзей провожать и заодно в парикмахерскую зайдем. Представляете, где-то неделю назад Артур сам себе укоротил челку, говорит, очень длинная, мне она мешает, взял ножницы и укоротил. Ну, в общем, обкорнал себя как под горшок. Вот. И у нас не было времени пойти в парикмахерскую, привести его в порядок. А завтра в школу. Последний выходной, Артур. И опять. Как мы будем с Парамом, я не знаю, отводить, приводить, готовить, убирать номера. Это ж очень много времени уходит на то, чтобы отвезти и забрать Артура со школы. Сейчас немножечко, знаете, так тяжеловато еще, но уже намного легче. Поначалу вообще я просто с ума сходила от усталости. А Радия заметила, какой красивый куст, какие цветы. And in night, я думала, что как все цветы закрываются обычно поздно вечером. Подари цветочек, давай проверим. Такая красота. No problem. It is what it is. This is for you, princess. Oh, thank you. I'm crying now. Pakra. Like cat. No, Arthur not here. I'm not scared. И вот, друзья, какая прекрасная новость. Шли провожать Ниху с Бавином. What's that? И смотрите, кого мы встретили. Только приехала Арадия вместе со своей мамой и с маленьким Нилом. I do it. Говорит, куда вы идете? Мы же говорим, постригать Артур, я с вами пойду. Ну, они так, особенно Арадия просто обожает Артура. Ну, Артур вроде бы тоже, видите, как он повеселел. О, что случилось? Вахид упал. जाओ बाहर जाओ आराम से जाओ गिरेगा Так, я смотрю, тут очередина такая, что попадет Артур или нет. Или будет завтра в школе с такой оригинальной прической. Ну, похоже, его это не особо смущает. Тора. Я говорю, это не-то у него седых волос, а это Правинбай говорит, вот, посмотри, там сверху есть чуть-чуть. Вот видите, девушки, как надо следить за собой. You wash hair in home, Парам?
Радя, you also want? Тоже хочешь? Не надо. У тебя, кстати, Артур может подстричь. Артур can cut your hair. You professional. I don't want my beautiful hairs. It was joke. Индийские мужчины следят за собой лучше, чем женщины. Я часто встречаю молодых индианок с ободранным лаком на ногтях, волосы тоже могут быть не прокрашены. А зато парни, посмотрите, какие красивые, действительно накачанные, с прическами всегда. И даже, вот видите, до такой степени, что там пару седых волосин он не допускает. Массажи себе делают. Бреются каждый день в парикмахерской. Хай. Это Ниха husband. Муж Нихи. And I don't know Радия говорит, Артур очень похорошел. so I want to prank with that. Сейчас хочет пранкануть Артура. Who are you? Where's Arthur? Побежал. Не получилось подшутить. Come on. Ной. Arthur will come here. Она говорит, кто ты, кто это такой? Окей, so where is Arthur? We not see Arthur. Who is that boy? Who is that boy? That boy. इधर सुन अर्जुन कैसी पागल परी है Что такое? 2, 3, start. Всем пока-пока. Всем люблю, целую. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.